Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске я вам расскажу о том, как я, несмотря на то, что сделал прививку, заболел коронавирусом. Вакцинировался я спутником Ви, он же спутник 5, в феврале месяце. В марте сделал повторный укол, как положено, а в июле заболел коронавирусом. Прошло 5 месяцев, ревакцинацию я сделать не успел. Но тем не менее считаю, что прививка мне помогла, поскольку болезнь я практически уже перенес дома. Ни в какой стационар я не ездил. Легкие, как у меня видите, нормальные, почти не повредились. Я, конечно, не делал КТ, но сатурация нормальная. Я не задыхаюсь и вполне с вами нормально разговариваю. Первую неделю у меня была очень высокая температура. Где-то 39 и утром, и ночью. Длилось это дней 5. Потом, когда мне поставили диагноз, я на второй день вызвал врача. У меня взяли мазок. Я сразу стал применять бромгексин и витамин D. Вот 2000. Я стал по 2 таблетки, то есть 4000 ударную дозу пить. Вот. Как только почувствовал заболевание, температура высокая была. Затем вызвал врача. Мне взяли мазки. Через 2 дня анализ показал, что у меня коронавирус. Положительный результат. Мне врач еще через день принес бесплатно лекарств, целую кипу, причем хороших, сильных таблеток, но поскольку у меня была все-таки высокая температура, это вот такое вот средство мне доктор принес, фавиберин какой-то, это противовирусное, мощное, современное лекарство, я так понимаю, именно от коронавируса помогает. Также он мне принес антибиотик, лактобакт называется. По-моему, вот к нему инструкция. Лавтобакт. Мощный антибиотик какой-то. Это вот я принимал неделю. 1 таблетка утром и 1 таблетка вечером. Недельный курс. Вот это вот 10-дневный курс применяется по схеме. Первый день 9 таблеток утром, 9 таблеток вечером. Дальше по 4 таблетки утром и 4 таблетки вечером. Все эти лекарства до еды применяются, за полчаса до еды надо их применять или между перерывами пищи. Также выписан еще один вот такой вот замечательный препарат, Эликвит называется, Эликвит. Он дает разжижение крови, чтобы не было тромбов в крови. Тоже, я считаю, вещь нужная. Это я еще до сих пор применяю. Его надо пить 14 дней. 1 таблетка утром, 1 таблетка вечером. 2 недели. Вот я уже 11 дней пропил, поскольку я вот этот вот препарат уже закончил. Но этот еще пока лечусь. Приходили мне позавчера брать мазки. Я уже почти чувствую себя здоровым. Уже и силы появились. И спать не хочется, как первое время при болезни. Но тем не менее... Мазок, к сожалению, показал, что вирус пока у меня в наличии. Посев дал опять положительный результат. И также выписали капли гриппферон. Очень хорошие, на самом деле, очень хорошее лекарство. Я его вот всем могу рекомендовать. Его и детям можно, и вроде как даже беременным можно. На всякий случай, конечно, прочитайте. Вот, гриппферон хранится только в холодильнике при температуре где-то плюс 4, плюс 5 градусов. Но они кайфовые тем, что они уничтожают вирус, не дают ему размножаться в носоглотке. Он капается где-то 5 раз в день. Если взрослый человек, то 3 капли в одну ноздрю и 3 капли во вторую. Ничего там сложного нету. Закапать его, сами распределяйте время. И самое главное, он понижает температуру. Вот когда у меня была высоченная температура, вместо того, чтобы парацетамолом травиться, вот гриппферон мне очень помог. Он мне на второй день лечения, вот эти вот 39 температуру убрал, у меня она стала даже наоборот. 35,9, 36,2, вот такая вот где-то. Вот схему лечения я вам в принципе рассказал всю, как именно меня лечат. Но при этом мне таблетки принесли бесплатно в Петербурге, видимо так вот. Поскольку я стационар не занимаю, лечусь на дому. Но каждому обязательно рекомендую не самолечиться ни в коем случае, а вызывать врача. Это важно. Сами вы можете вот витамин D купить и поприменять. Это все, что вы можете сами делать. Больше сами лучше ничего не употребляйте. Во-первых, надо понять, есть ли у вас вирус. Все-таки лекарства очень серьезные, но у них наверняка есть какая-нибудь побочка. И просто так его пить не стоит.
Врач вам выпишет необходимые медикаменты. Может быть, если у вас не будет такой огромной температуры, как у меня, 39 с лишним, это сильно большая температура, может, не нужен будет, например, антибиотик вам при лечении, понимаете? Как бы не травитесь. Вот. И, к сожалению, я сделал для себя выводы, что, несмотря на вакцину, заболеть коронавирусом можно на раз-два. Вакцина меня от заражения вообще никак не спасла, но позволила лечиться дома и не вызвала осложнения с легкими. Это самое важное, наверное. Да, было очень тяжело, я никогда так тяжело в жизни на самом деле не болел, особенно первую неделю. Ходил по стенке дома, слабость была жуткая, все время хотелось спать. Но тем не менее, я это перенес дома без стационара. Никаких больничных инфекций ко мне не привязалось. Это большой плюс. И сейчас я, в принципе, почти уже здоров. Мне осталось только получить отрицательные результаты мазков. И все, и можно выходить будет на работу. Вот. Такой вот рассказ из 2 частей. Пишите комментарии, отвечу на ваши вопросы, если таковые будут у кого-нибудь иметься ко мне. Все, всем пока, всем здоровья. Главное здоровье, друзья. Будьте здоровы. Пока-пока.